try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша и мои очаровательные красотки. Прошлый обзор мы с вами закончили на диком коте, и без внимания осталась моя чудесная интрига. С нее и начнем мы сегодняшний обзор. Очаровательная красотка с ярким окрасом, с не очень большим размером цветочка, не примерно, а я мерила, сейчас я вам скажу, это 6 сантиметров. С вот таким вот, смотрите, живописной росписью на лепесточках, с очень красивым крапом и с большим количеством цветочков в одной веточке. Это мультифлорка, поэтому цветение этой орхидеи всегда очень пышненькое. Она у меня практически вся распустилась, осталось совсем немножко, вот пару бутонов, но она большая умница, уже тоже решила доращивать мне свои бутончики, свои веточки, формируя новые бутончики. Сейчас покажу вам, кстати, у этого сорта тоже она по-разному окрашивает свои цветочки, что делает это цветение неповторимым. Есть еще сейчас один вариант интриги в продаже, как голландской, так и азиатских подростков. Все думаю купить ее в пару к этой моей интриге. Она в более теплых тонах, там больше желтого присутствует. Места, конечно, очень мало у меня, и я уже очень выборочно отношусь к покупкам, но мне тоже эта орхидея очень нравится, тем более хочется составить пару вот этой вот моей очаровательной интрижки. То, что этот сорт вредный, многим уже известно. Эта орхидея очень любит сбросить все свои корешочки. Но я по ней сделаю отдельный обзор и все вам расскажу, какие тонкости в выращивании этого сорта, чтобы не потерять ее и чтобы радоваться цветением этой красавицы. А она не может не радовать, потому что, смотрите, сейчас я попытаюсь дикого кота немножко сдвинуть, его шикарные эти веточки огромные, и показать красоту всех цветочков интриги. Видите, как их много. Кстати, розетка у нее крупная, прям огромные листья. Вот несмотря на то, что цветочек не крупный, да, она к стандарту не относится, но розетка у нее просто с огромнейшими. Сейчас буду пытаться долезть и вам показать. Вот смотрите, какие огромные листья. Вот этот лист сантиметров 30 точно. И вот смотрите, какой еще огромный лист. Она у меня тоже с трудом помещается на моей полочке. Вот это место, кстати, я буду вырезать дужевую ткань. Не нравится мне это место, но я думаю, что ничего страшного, потому что в таком состоянии лист очень давно, но я не хочу рисковать. Я его буду с ним что-то делать.
Вот я же говорю, вреднюка. Значит, давайте перейдем уже к следующим сортам и к следующей полочке. Ну что ж, начнем обзорчик с этой полочки. Вы видите, у меня на этой полке собраны сорта орхидей с не очень крупным цветением и не очень крупной розеточкой. Каждый этот сорт, который на этой полочке, очарователен, подчеркивает красоту соседних орхидеек, потому что они все колоритные. И начнем мы знакомиться вот с этого замечательного сорта, горячо мной любимого сорта, называется Equestris. У меня в моей практике коллекционирования был опыт такой. Я собирала все сорта, всевозможные, которые я только видела в завозах, сорта Equestris'ов. У меня было собрано огромное количество их. Если найду фотографию, я вставлю. Вот. Потом я немножко переориентировалась во вкусовых предпочтениях и продала все Equestris'ы, но расстаться вот с этими двумя очаровательными сортами я так и не смогла. Причем у меня был момент, когда я думала, кого из них продать, потому что они все же в одной гамме, вы видите, да, здесь два сиреневых Equestris'а, но так и не смогла ни одного, ни второго продать, поскольку они все же кажутся вроде одинаковые, но они разные. Вот перед вами сейчас голландская орхидея Equestris Gras. Вот рядышком с ней стоит Equestris сортовик Equestris Ilocos. Значит, у Gras отличие этих двух сортов в том, что у Gras цветочек покрупнее и не с явно выраженным желтым серединкой желтой. У Ilocos цветочек мельче, более аккуратненький такой, и очень красивая серединка, вот такая желтая, с такими очаровательными веснушечками на ней. Gras цветет достаточно длительно, цветочки держат довольно долго вот в таком облачке, а Ilocos, каждый цветочек у нее не более 5-6 дней, и цветочки начинают вянуть, но при этом она активно доращивает свои гроздочки, продлевает цветоносик и формируя свое цветение дальше. Вот вы можете видеть, как оголился уже стебелечек у нее. Вот здесь все были цветочки, а сейчас уже там потеряны цветочки, потому что они отцвели. Кстати говоря, оба этих сорта большие любители детковаться в конце цветения. Практически всегда цветение обоих этих сортов заканчивается образованием детки на цветоносе. Сейчас покажу, как это происходит. У меня на старых двух цветоносах, вот видите, совсем вот эти голенькие цветоносы, это старые цветоносы с прошлого цветения. Закончилось оно образованием деточки. Детки уже крупные, даже каждая из деток тоже в этом цветении запустила по цветоносику, а вторая деточка даже два. Причем вот этот второй она запустила совсем недавно. Этот цветонос уже отцвел. И вот сейчас на нем я вижу какой-то зелененький краешек. Скорее всего, тоже будет детка. Потому что на моей практике уже был такой опыт, когда на маме была детка. И детка после окончания цветения тоже начала растить деточку. Вот такой, как
сбор поколений получается у одного сорта. Это их особенность. Я никак на это не влияю, не провоцирую. Это просто такая особенность сорта. Equestris Sylacos, который сейчас у вас на экране, очень ароматный сорт. Особенно это явно чувствуется сейчас в этом цветении, когда у нее столько цветоносиков. Я сделаю обзор отдельно по этим двум сортам. Мне хочется показать и рассказать всю красоту и историю моего коллекционирования этих очаровательных орхидеек. И показать посадочку, какая у меня, и все рассказать. А пока мы перейдем к следующему сорту, всем известный, и у многих он есть. Очень красивый сорт. Это Лас-Вегас. У меня здесь в горшочке два растения. Так и продавалась она. Когда я ее покупала, было два растения в горшочке. Так я их и пересадила, когда делала пересадку из покупного грунта. Это ее первое домашнее цветение у меня в коллекции, потому что она у меня недавно. Давно знаю этот сорт и все как-то не решалась его покупать. Наверное, еще не пришло время, потому что бывает такое, что сорт давно тебе известен, но ты как-то равнодушно относишься к нему, а приходит какой-то такой час звездный, когда она входит в твое сердце и появляется в твоей коллекции. У меня со многими сортами орхидеек так произошло, и Лас-Вегас не исключение. Вот теперь она у меня тоже есть в коллекции. Посмотрите, какая она красавица. Описать красоту этого сорта сложно, потому что у нее цвет такой колоритный, желтый, с какими-то горчичными подпалинами. Не знаю, насколько выгорает она или нет, пока я наблюдаю, потому что это первое ее цветение. Причем зимой, как я уже говорила, орхидейки не так уж сильно выгорают. Летом, может быть, немножко по-другому себя орхидейка ведет. У нее очень красивая белая серединка. И вот на вот этом контрасте такой желтый с белым очень красиво смотрится. И она, конечно же, в наши зимние серые дни очень радует глаз. Цветочек у нее 5 сантиметров. Очень плотный цветок. Вот. И как долго цветет, тоже пока вам не скажу, потому что пока не знаю. Вот такое яркое солнышко. Очень мне нравится этот сорт. Рядом на вас смотрит красавица капучино. По капучино у меня уже тоже снят обзорчик. Не знаю, какой первее у меня выйдет. Или этот общий, или отдельно сорта. Но об этом сорте говорить можно очень долго. О его красоте, о его неповторимости, о его живописности. Посмотрите на это чудо, которое у меня в коллекции. Моя орхидейка голландская. Это не азиатский подросток. Купила я ее в частной коллекции с рук у одной орхофеечки. По какой-то причине она продавала эту красавицу. Я с радостью ее приобрела. И вот вы можете наблюдать в этом цветении, в одном цветении, как меняется окрас цветочков. Вот этот последний цветочек открылся только сегодня. Он даже еще не распрямил до конца свои петалии.
И вы видите, да, насколько меняется окрас в процессе цветения у этого сорта. Он становится более таким, я не могу сказать, что это выленивший цвет, но он не настолько насыщенный, он приобретает такие размытые какие-то оттеночки, и насколько красочно смотрятся новые цветочки. Вот и на этом цветоносе этот цветочек свеженький, а на этом вообще сегодняшний. Вот вы видите, насколько красиво в одной гроздочке вот эти разной интенсивности окраса цветочки. Ну и, конечно же, нельзя не обратить внимание на ее губу. У этого сорта губа просто потрясающая. Она такая в крапушку. Вот такая, посмотрите, какая красота на фоне живописных лепесточков. Губа просто потрясающая. Цветочек меленький. Он тоже 5,5, где-то 6 сантиметров. Я в индивидуальном обзоре там меряю цветочек, показываю. Это сейчас по памяти вспоминаю. Розеточка у нее тоже достаточно компактная. Значит, перейдем к следующей солнечной и не менее яркой красотке. Это красавица Sweet Girl. Вот, очень ароматная, красочная, яркая. В ней собраны все самые колоритные оттенки. Очень насыщенный желтый с белым, фиолетовым. В общем, невероятной красоты орхидея с очень приятным ароматом. Цветочек порядка 6 сантиметров у нее. Летом он покрупнее, сейчас немножко мельче. Цветет она, разветвляя свои цветоносики, пышные, способна пышно цвести. И у нее есть такая очень интересная и приятная для цветовода особенность. Многие желтяки в процессе цветения наоборот выгорают и выцветают, то этот сорт набирает свой колорит в процессе цветения, распускается более бледный и в процессе цветения становится насыщенно желтым. Не только не выгорает, а еще становится ярче и ярче. Вот, наверное, сейчас, не знаю, как камера передаст или нет, попробую сейчас вам продемонстрировать это. Вот этот вот цветочек последний, он недавно только распустился, и в общей гроздочке видите разницу между интенсивностью желтого. Старые цветочки более желтые, чем вот этот вот, который только недавно открылся. Ну и, конечно же, не может не радовать то, что она ароматная. Аромат у нее очень приятный, цветочный такой аромат. И губочка очень красивая, тоже очень украшает ее колоритные цвета. Кто не имеет этот сорт, обратите внимание на нее. Очень красивая орхидея. Вот таким вот пятнышком красивым смотрится. Следующий на очереди у нас чудесной красоты сорт. Название этого сорта Афродита.
Не знаю, насколько это верно. На самом горшочке при покупке пробито название не было, но в одной из групп ВКонтакте обладательница этого сорта, кто-то из девочек написал, что сорт называется Афродита. То ли это народное призвание такое и название, то ли так и есть, я не гуглила, не знаю, но мне определенно понравилось это имя, потому что ее имя как нельзя кстати совпало с ее красотой. Вы посмотрите на эту красавицу, у нее очень необычная форма цветочка, она больше вытянута, он больше вытянут по горизонтали, имеет какие-то такие очень небольшие защипы на петалях. Она, конечно, не бабочка, но у нее милые, очаровательные вот такие вот в диагонали полосочки. Очень интересная губа. Посмотрите на ее губочку. Чудесная. Необычной формы. Яркого окраса. С такими неоновыми усиками. Тигровые щечки с язычком. И вот такие нежные оттенки от персикового до нежно-розовых и глубоко насыщенных розовых тонов. Вот эти цветочки, они распустились достаточно давно. Сейчас я вам покажу их сначала, окрас. Вот как они выглядят. Вот. А вот этот цветочек распустился у меня вчера. Видите, какая разница в тональности цветочков. Этот цветок насыщенный. Сейчас разверну для вас горшочек к свету, потому что сейчас солнышко ушло в западную сторону. Вот смотрите, какой красивый цвет. Тоже он отличается от тех цветочков. И пока он новенький, только раскрывшийся, вот такой глубокий розовый. Губочка, конечно, у нее очень красивая. Розетка у этого сорта маленькая, вот такая аккуратная, листики узкие, не очень длинные. Сорт очень красивый. У нее цветочек, я с собой брала рулеточку, где-то сейчас, секундочку, найду. Итак, давайте померяем с вами цветочек. Очень многих интересует часто размер у того или иного сорта цветочка. Вот смотрите, у нее размер 10,5 сантиметров. Можно и этот цветочек померить, потому что чем ближе к концу цветоноса, обычно цветочки мельче. Ну, это тоже имеет такой же размер, где-то 10,5. Но в летнем цветении цветочек достигал 12 сантиметров. Я мерила. Прикреплю вам фотографию прошлого цветения, но именно домашнее цветение этой орхидейки у меня первое. До этого она у меня только доращивала покупные цветоносы. Она у меня очень недавно. Этот сорт был завезен только однажды. Больше я ее в поставках ни у кого не видела. Это голландская орхидейка. Продавалась цветущая. И в очень малом количестве она была в продаже. Я сейчас уже даже жалею, что не купила ее две. Я даже не думала, что настолько красивый этот сорт в домашнем цветении будет, и настолько меня очаровывает ее цветение. В общем, вот такая вот красавица будет завершать обзорчик. Да, я еще, кстати, не сказала, что цветочки у нее очень плотные.
Вот, они не восковые, они просто имеют такую плотную фактуру, без запаха. Вот. Наверное, все рассказала я о ней. Жалко, что нет в продаже больше таких чудесных орхидей. У нас за окном, кстати, очень сегодня порывистый сильный ветер, поэтому будут посторонние шумы. Значит, вот так вот буду завершать обзор, сегодняшний обзор. Встретимся с вами в новых обзорах, в новых роликах, которые еще полны будут красоты, новых сортов. Кто впервые у меня на канале, подписывайтесь. Кому было интересно, ставьте пальчики вверх. И скоро с вами вновь увидимся. С вами была Ксюша. Всем пока. Try to fly